Привет, мои дорогие девочки! Поздравляю вас всех с праздником, кто отмечает, с крещением. И у нас сегодня будет несколько раскладов. И первый расклад мы сделаем с вами, такой вот, который вы просили. А попросила именно и Василиса. Очень жду гадания на суженого. И давайте, знаете, как посмотрим? Это Таро, зомби-таро у меня в руках. И мы посмотрим, мужчина по судьбе для тебя, какой он. Давайте посмотрим вот именно в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, какая вы сейчас есть, какой отражается мужчина. Какой мужчина к вам идет. И у нас 4 варианта. Первый мужчина, второй, третий и четвертый. Мужчина по судьбе. Давайте посмотрим, какой он сейчас идет. Почему мы эту тему с вами будем сейчас разбирать? Потому что, девочки, вот мы с вами гадаем обычно на 4 варианта, и я вас прошу всегда загадывать на рубашке те, чтобы вы не оставляли их пустыми, а загадывали на многие варианты. Просто даже какие-то неизвестные номера. Ой, неизвестные имена. Но когда мы говорим про мужчину по судьбе, это как перекресток. Вы выбираете какую-то сторону, какой-то путь свой выбираете. И какой на данный момент в вашем состоянии мужчина более-менее гармонично бы с вами был. Потому что мы иногда их меняем, девочки. Масти, 4 масти. 4 масти у нас, 4 масти у мужчины. Бубновые, крестовые, пиковые. И фишка в том, что у нас масти немножко изменяются. И видят нас тоже иногда по-разному мужчины. То есть, например, я сама по себе крестовая, а меня многие мужчины видят именно как бубновая. Ну, вот именно как бубновая. Для меня это было даже какое-то такое открытие. Почему они меня видят бубновой? Потому что они смотрят именно на какой-то свой типаж внешности. Ну что, а давайте посмотрим, какие мужчины по судьбе для тебя. Вот на данный момент, когда ты открываешь это видео, это гадание. Поэтому выбери одну карту. Это будет твой мужчина по судьбе. Тот, который, в принципе, больше всего гармонично тебе подходит. И, возможно, ты со своего окружения можешь этому мужчине уделить какое-то большее внимание. Или там в выборе, на сайте знакомств, или еще где, да. То есть ты где-то этот расклад у тебя в голове отложится. И благодаря тому, что вот какие-то там, может быть, слова, отдельные фразы, ты вспомнишь, когда ты увидишь именно похожего мужчину. И подумаешь, какие отношения с ним выбрать, на какой период времени, да, и почему именно он. Ну что, давайте смотреть первый, второй, третий, четвертый вариант. И смотрим, девочки, первый вариант. Мужчина. Мужчина по судьбе для тебя. Какой же он? Ой, какой красивый, девочки. Шестой старший аркан вам выпал. Шестой старший аркан влюбленных. Вот ты либо уже выбрала этого своего мужчину и находишься с ним в отношениях, либо у вас они только начинаются. То есть у тебя сейчас вот твой магнетизм, твой шарм, он работает сейчас на всю катушку, и он привлекает, и вот ты прям пахнешь медом, ты привлекаешь сейчас именно тех мужчин, которые действительно тебе вот прям для гармонии, для любви нужны. Давай посмотрим еще. Мужчина по судьбе, какой же он? Ты очень гармоничная личность, даже сама собой. Королева костей выпала, шестой старший аркан. Ты очень крутая. Вот реально крутая, без слов лишних. Шестой старший аркан и королева костей. Это девушка, которая в своей жизни видит цели. Она их решает. Ты довольно успешная. Ты умная, да? Ты сосредоточенная. Ты хорошая мать. Или будущая мать хорошая. Ты хороший человек сама по себе, хорошая подруга, хорошая коллега по работе, хорошая бизнес-вумен, да? То есть ты очень органичная, хорошая, красивая личность. На самом деле, вот в мире должно быть реально много таких хороших человек, как основа нашего вообще общества. Поэтому ты даже где-то идеально. Вот хочешь верь, хочешь не верь, но на самом деле ты как какой-то, знаешь,
Стержень даже и для тех людей, которые тебя окружают вокруг. Поэтому тебе этот шестой старший аркан выпал, а тебе еще и девятый старший аркан выпал. Это, девочки, смотрите, ты никогда не будешь одинока. Вот это я тебе говорю сразу. У тебя нету никакого венца безбрачия. Возможно, у тебя в жизни могут быть какие-то трагические, драматические истории, которые ты уже можешь вспомнить. И будут ли они? Да, будут. Будешь ли ты иметь нескольких мужчин в своей жизни? Да. Их может быть много, их может быть среднее количество, их может быть там несколько только человек, может вообще один быть. Но вот смотри, ты королева костей, и вокруг тебя выпал шестой аркан, который переворачивается в девятый аркан, а девятый в шестой. То есть вот ты инь-янь. Вот знак инь-янь это прям твой, прям это твое. Черное и белое ты соединяешь плохое и хорошее, ты судишь людей, ты судишь мужчин, ты судишь отношения между женщиной и мужчиной, где хорошие, где плохие. Вот тебе палец в рот не клади, ты можешь оценить, насколько продлятся отношения, например, у твоей подруги с каким-то ее мужчиной, да. Ты можешь даже по внешнему виду мужчины где-то даже и определить, насколько он вообще удачлив, счастлив в своей жизни. И дело в том, что они к тебе тянутся. К тебе тянутся мужчины для того, чтобы вот попробовать примериться к тебе, понимаешь? Ты как какой-то шаблон, скажем так, и мужчины оценивают прям себя, прикладываясь к тебе как к шаблону. То есть они видят, она хороша, и она такой вот мерило какого-то хорошего, нормального, классного мужчины. И к тебе могут так сейчас подходить как и хорошие мужчины, так и не очень хорошие мужчины, да, то есть и к тебе они идут. Надо быть осторожной в выборе, потому что ты все равно, конечно же, ты решишь любые проблемы с этими всякими мужиками, которые появляются в твоей жизни. Ты решишь эти проблемы. Но они тебе нужны? Хочешь ли ты их, да? Хочешь ли ты кого-то исправлять или хочешь ли ты кого-то коверкать в этой жизни, да? Это тоже очень важно. И вот эти карты, шестой и девятый старший аркан, сигнализируют, к тебе идут как женатики, так и холостые. Идут, например, те, которые любят блондинок, а ты у них первая брюнетка. Или, например, любят брюнеток, а ты у них первая блондинка, да. То есть ты выбиваешься из какой-то вот общей массы представлений любого мужчины о себе и о своих каких-то отношениях, а они подходят к тебе, и у них начинается такое, хотят они этого или не хотят, кармический анализ того, кто он есть на этом белом свете. То есть от тебя мужчины могут уходить очень счастливыми, потому что они достигли какой-то даже гармонии с собой, а могут уходить от тебя поломышами. Поломанными, сломленными. Или, например, ты, может быть, заметила, что, например, какие-нибудь недостойные такие мужчины, которых ты поняла, что они недостойны, да, ты где-то попыталась даже им где-то помочь, да, быть достойными. Они вот скатываются дальше скатываются с горы, как говорится, и превращаются в такое окаменелое Г, грубо говоря, да. То есть к тебе тянутся и те, и те. Ну, давай посмотрим, какой мужчина по судьбе именно для тебя. Маг идет, девочки. Ну, тут все ясно, тут даже, знаете, большой расклад можно и не делать по одной простой причине. Ты в окружении 3 старших арканов выпала. Три старших аркана. И твой мужчина не тот, который меряет себя с тобой именно. Потому что ты вот просто, знаешь, как привыкла к ним. Привыкла к таким вот мужикам, привыкла к женщинам, которые там пытаются, может быть, с тобой соревноваться. Мужчины тоже вот разные, всякие разные. И вот если мы их уберем, вот за твою спину, да, и ты перестанешь, говорится, сражаться. Какой мужчина тебе нужен, и который тебе идет? Тебе идет первый старший аркан, маг, да, то есть мужчина, который сам реальности меняет, твои и свою. Когда он появляется в твоей жизни, тебе становится намного легче жить. И ты понимаешь, ты еще можешь где-то дергаться, что тебе надо что-то в этой жизни решать. Но тебе ничего не надо решать. Возле тебя маг. То есть ты начинаешь быть сама собой.
королевой крестовой. Этот мужчина не ревнует тебя, не мучает тебя, не абьюзит, ты его не ревнуешь, ты не дергаешься, где он пропал и что он делает, да. Ты вообще не будешь дергаться с таким мужчиной. Твой мужчина — это тот, который руководит и твоей реальностью, и своей. Он вьет гнездо, не ты. Хоть ты привыкла это вить гнездо сама. И к этому идешь, понимаешь? Поэтому что я тебе здесь могу посоветовать? Смотри, пока ты его, если не встретила, или, может, даже уже встретила, потому что если ты сейчас вот в состоянии какого-то такого счастья, ты понимаешь, что тебе как-то проще стало в жизни, что рядом появился какой-то человек, на которого ты обращаешь внимание, да, и как-то у тебя все дела твои получаются, у тебя все хорошо, ты более спокойная стала, это значит, он уже появился. Если нет у девочки этого, и вы еще вот копошитесь, да, вот с такими вот мужчинами, которые м, м, подходят к тебе как к мерилу собственной какой-то удачливости в этой жизни и успешности, то я тебе скажу, что мага ты все-таки встретишь на своем пути, потому что ты должна испытать вот это вот счастье. Маг — это старший аркан, а ты возле него все равно становишься вот такой нежной, женственной, любимой, да? От тебя уже не требуется вот эта любящая, вот эти два старших аркана, любящая, да, от тебя требуется уже быть возле этого мужчины как не просто там боевая подруга, да, какая-то, а вот как хранительница домашнего очага, как та девушка, которая может заниматься всеми своими любимыми делами и всегда найдет поддержку, да. У тебя такой идеальный мужчина, и он идет в твою жизнь. Он не может не прийти, потому что у тебя вот благодаря вот чем больше даже у тебя какого-то опыта общения с мужчинами, тем ты ярче и красивее увидишь вот этого мага, который тебе идет. Тебе не идет просто, например, какой-то король очередной для того, чтобы прожить как-то с ним какое-то время, да, или улучшить его. Твоего мужчину не надо улучшать, он уже лучший. И ты возле него просто расслабишься. Это как будто, вот ты сейчас как будто, знаешь, вода в стакане собранная, да, а когда он войдет в твою жизнь, вот этот твой мужчина по судьбе, ты как будешь вода без стакана, то есть ты вот распылишься, ты испаришься, превратишься в дождь, потом соберешься в море, ты будешь таким родником, ключом бьющим, понимаешь? Ты будешь вот вода, которая будет без каких-то таких обязательств, а ты будешь сама собой, понимаешь? И такой мужчина у тебя будет. И вот эти вот карты, они очень сильные. Три старших аркана, они говорят о том, что он у тебя будет, это тебе суждено, и этого тебе не миновать, моя дорогая королева. Тебе этого не миновать. А давай еще, знаешь, что еще посмотрим, какой он. Какой он. Какой он. Какой он. Шестнадцатая башня и Верховная Жрица. Ты его сразу почувствуешь, император. Но он, видишь, он идет только одними старшими арканами. Это 16-й, 2-й и 4-й. Он идет просто старшими арканами. Я не могу его описать внешность, потому что как можно описать, например, Солнце, внешность у Солнца? Или как можно описать там внешность у Луны? Что там, описывать какие-то кратеры? Или состояние убывающее, там, растущее, как у Луны, к примеру, да? А Солнце? Яркое или не яркое, облачки описывать. Тут не получится. Ты его сразу почувствуешь. Сразу ты его почувствуешь. Тебе сразу станет легче жить. И ты поймешь, ой, да, я хотела всегда такого. Я всегда о таком мечтала. Понимаешь? И этот мужчина, он вот в твоей жизни, вот просто запомни это. Ты можешь спешить. У нас есть такое, да. Мы иногда спешим. Ой, ну когда же он появится? Когда же, когда? А как я его узнаю? И все остальное. Мы здесь не говорим об обычном мужчине. Мы говорим о твоем маге, о судьбоносном, о кармическом, о том, который тебе сейчас нужен. Он к тебе идет.
И я тебе скажу, что либо он придет в тот момент, когда тебе как будто бы очень плохо будет, или ты будешь думать, что какой-то трындец в жизни существует, да, или ты вот будешь думать, куда переезжать. Ну, короче, он возникнет у тебя вот в какой-то судьбоносный для тебя момент. И этот момент либо будет такой, значит, счастливый, или несчастливый, скажем так, да, неважно, но он обязательно проявится, потому что он волшебник, и он приходит именно тогда, когда надо прийти. И слышите, у меня цокоточка. Это, девочки, моя собачка пришла. Белая, кстати, да? Это вот даже какое-то такое магическое здесь немножко есть. Потому что у меня, когда белые собаки, например, после магии там приходят, или я их вижу, да, это все время у меня к тому, что очень хорошо ритуалы прошли. Так что все, что мы сказали, девочки, это ваше. Вы очень счастливая на самом деле, очень счастливая, потому что иногда кому-то такие не приходят. Приходят короли, но или приходит, он уходит, и потом очень долго, практически всю жизнь можно прожить в воспоминаниях о том мужчине. А он, девочки, вот у вас еще будет. Вот такой вот ваш первый красивый первый вариант. Ну что, давайте смотреть второй вариант. Мужчина по судьбе для тебя. Какой он? Какой сладкий мальчик здесь выпал. Рыцарь кубковый, девочки. Это мужчина по внешности ладный. Он складный, он красивый, он считается красивым не только для вас, но и для других женщин. Это мужчина, скорее всего, либо такого же возраста, как и вы, или младше вас. А вообще, так как мы гадаем на тему «мужчина по судьбе» для тебя, какой он? Так вот, твой мужчина по судьбе, он активный, энергичный, спортивный, думающий, понимаешь? Это не полный, это не больной какой-то, не рахитный, и он моложе. У него очень много энергии, много сексуальной энергии, много романтической энергии у него, да, он нежный. Твой мужчина — это мужчина нежный. Это не такой вот рыцарь кубков, он отличается от других тем, что некоторые очень жесткие идут, да, а твой, он нежный. Нежный мужчина, нежный рыцарь по отношению к себе. Он может быть, как говорится, лютым каким-то, да, по отношению к другим людям, и другие люди могут его бояться. Но с тобой он кот. Понимаешь? То есть твой мужчина по судьбе — это не тот, который с тобой где-то выясняет никогда не бьет. Вот ты можешь тоже судить по мужчинам, если тебя вдруг там оскорбляет жестко или бьет даже, да, или поднимает руку, и это вообще не твое все, не твое. Такие злословцы, которые не умеют красиво общаться с женщиной, тоже не твое. То у тебя джентльмен идет, да, джентльмен, нежный мужчина, джентл, нежность по-английски. Вот у тебя вот нежный идет мужчина. Мужчина по судьбе для тебя, какой он? Мужчина с деньгами. Мужчина, который любит зарабатывать деньги. И фишка в том, что здесь выпал повешенный. То есть он может зарабатывать деньги, у него это неплохо получается, но периодически у него судьба эти деньги забирает. Это может быть какое-то такое серьезное ограбление, это может быть воровство. Он может эти деньги вот где-то вложить во что-то, а это будет очень неудачно. Да? То есть этот мужчина очень часто по деньгам живет периодами, особенно вот всю свою молодость, скажем так. То есть он зарабатывает, хоп, все потерял. Зарабатывает, хоп, все потерял. Зарабатывает, хоп, все потерял. Женщины, они должны присутствовать в его жизни, потому что он такой вот, знаете, не может без женщины. Возможно, в какие-то периоды его жизни у него могло быть и одна, и две женщины, да, девушки. То есть говорить о том, что он бабник, тут не надо, потому что ему надо дарить эту нежность. И когда, например, это его такое кармическое предназначение, и когда эту нежность не берут, он может найти себе другую. У меня, девочки, куча примеров таких, да. Так, ну давайте еще посмотрим. Мужчина по судьбе для тебя какой он? Маг выпал. И в первом варианте тоже выпал маг. Маг, который выпал рядом с пажом
кубковым. Это, девочки, может обозначать мужчина, который подарит, ну или точнее вы вместе с ним сделаете сына, да, как маг, продолжатель рода. То есть он продолжает и свой род, и с вами, потому что не с каждой он может этот род продлить на самом деле. То есть это мужчина, у которого могут вот с кем-то быть дети, а с кем-то не быть, да. И вот женщины, с которым у него нет детей, да, и какие, вот даже не физиологически, а вообще, да, потому что могут быть приемные дети, там любые, ну, от ЭКО дети, там еще какие-нибудь, да, то вот или опекунство берется на себя, там, например, за каких-то родственников своих. Это все я считаю, как за детей, продолжение рода тоже. Но тут еще маг этот может быть ваш этот мужчина нежный с пажом кубков. То есть он слишком уж нежно для вас. Он такой вот, знаете, прям сахарный такой. Сахарный, хороший. И еще раз замечу, что, скорее всего, он младше вас возрастом, потому что таких мужчин в возрасте, я даже вот такими вот сахарками, рыцарем кубковым, вот здесь, по вашему раскладу, я не вижу. То есть их как бы не бывает. Ну, может быть, какое-то исключение, но я вообще в эти исключения, ну, не согласна, потому что тут такие выпали карты. В общем, твой мужчина по судьбе. Какой он? Это очень нежный мужчина, который тебя напитывает именно нежностью и любовью. Он, который говорит, какая ты красивая, какие у тебя красивые волосы, какие у тебя красивые глаза, какая ты нежная, любимая, да. Это может быть выражаться в словах, а может выражаться в его действиях, когда он крутится возле тебя, как кот, которого не отлепить, да. То есть бывает так, что мужчины на язык, они такие, ничего не может он, мысль какую-то свою собрать, не может выразить какой-то комплимент тебе, но по его поведению, что он все время вот хочет быть с тобой, как-то провожает тебя туда-сюда, возит туда-сюда, знаешь, то есть в поведении его забота такая вот всегда вместе, всегда вместе. Вот это твой мужчина, с которым ты всегда вместе. Понимаешь? Но у него очень тонкая натура. То есть, когда ты будешь его принимать вот эту вот нежность, и впускать его в себя, да, этого мужчину, этого дружочечка, то он будет счастлив, и он однолюб. Но есть такое, он все-таки выпал здесь сначала рыцарем кубковым, да, то есть этот мужчина, он может с одних отношений выходить, в другие заходить. Потом вы можете быть вместе какое-то время, потом расстаться, потом все равно где-то общаться и опять пытаться войти в отношения и все остальное. Но главное, чтобы он был нежным. Твой мужчина, который тебе сейчас по судьбе идет, под твой характер, это даже не сколько деньги, не материальный, а тот, который может дарить тебе свою нежность, да, и напитывать тебя своей нежностью и продлевать вот свой род. То есть вы те люди, которые еще, у которых вот когда они вместе рядом, возле вас образуются, как говорится, ваши яйца, да, из которых кто-то вылупляется. У кого-то ребеночек вылупляется, у кого-то это опека над кем-то, а у кого-то это фамильярчики, котики-собачки, да. То есть вокруг вас образуются вот эти вот, скажем так, энергетические зародыши. И именно того, вот что, кстати, он именно хочет, да, вот кто-то у вас появляется. То есть кто угодно может появиться у вас еще в жизни. То есть твой кармический мужчина тот, который создает жизнь в паре с тобой, да, а это, скажем так, оно как таинство какое-то, и объяснять, какая именно жизнь и как она создается, я не могу это объяснить тебе, вот это твой мужчина. Но вот из одних его минусов, это то, что вот он с деньгами так, да, зарабатывает, теряет, зарабатывает, теряет, зарабатывает, теряет. Вот и гнобить его за это особо не нужно. Вот такой вот у тебя выпал красавчик. Ну, давай еще посмотрим, какой он. Мужчина по судьбе для тебя, какой он.
девочки, вот знаете, что тут самое главное? Что он симпатичный, минимум симпатичный. У него там правильные черты лица. Он такой очень вот привлекающий внимание, такой симпатичный, милый, миленький, я бы сказала. Ну, милые черты лица. Давайте еще посмотрим, какой же он. Какой же он, твой мужчина по судьбе? Туз Хазардов. Рыцарь. Знаешь, первое, что ты хочешь обратить внимание в нем, в этом мужчине, это его материальные блага. Но это мужчина, который скрывает то, что он имеет. Он скрывает свои потери, и он скрывает свои, то, что он имеет. Потому что он не то, что считает это важным, делиться с тобой или не делиться, да. У него вот такой вот путь именно денежного его канала, денежный его путь, да. Это мужчина, по которому ты особо не поймешь, имеет ли он что-то, либо не имеет. Он это скрывает. Понимаешь? И когда и ты, может быть, даже не особо заметишь разницы в начале, например, ваших отношений, что есть у него что-то или у него нету. Тебе будет интересно. Ты будешь спрашивать, а у тебя что-нибудь есть? Ну, где ты работаешь? Ну, то там, то сям, то тут, то там, да? Как бы, как дела? Потиху дела, да, потихонечку. Это вот тот из разряда, у которых все потихонечку. Но у него и взлеты и падения есть, и отследить их довольно-таки сложно. Но вот он заточен на такое, знаете, зарабатывание денег. То есть он в этом плане трудяшка. Рыцарь костей и король костей. То есть я люблю зарабатывать деньги, он говорит. Я люблю работать, зарабатывать деньги. Деньги для меня важно. Но не совсем он рационально с ними расходится. И вот как там повешенный висел возле денег его, то тут еще туз Хазардов тоже висит. А это темное такое, знаешь, нависло над его этим денежным каналом. То есть вот стоит ли это как-то нарушать? Ну, не знаю. Можно просто всегда вот какую-то подушку безопасности откладывать рядом с этим мужчиной. По-другому его не научить жить. Вот такие дела, котики мои. Ваш красивый мужчина. Мужчина по судьбе для тебя. Он красивый, нежный, моложе тебя, зарабатывающий и теряющий. Вот это вот самое главное. Но что ты от него получаешь? Ты от него получаешь эту нежность, нежное прикосновение. Он все время с тобой. И еще вокруг вас вот эти вот, знаете, как энергетические эмбриончики обрастаете в ваши отношения, они для этого. Вот такой вот твой мужчина. Третий мужчина, давайте посмотрим. Мужчина по судьбе для тебя какой он. Пятерка Хазардов выпала. Тебе кто-то мешает, на самом деле, думать о твоего мужчины и про мужчину, и какой он. Пятерка Хазардов — это рядом какая-то вот сгусток какой-то негативной, скрытой, завистливой энергетики. И дело в том, что ты можешь сейчас очень сильно уставать. У тебя сейчас идет отток энергии. И карты вот это на тебе сейчас показывают, что сейчас с определением, какой же мужчина тебе по судьбе, немного сложновато. Пятерка Хазардов. Ну, давай посмотрим, почему. Мужчина по судьбе. 21 старший аркан. Мужчина для тебя по судьбе твоей. Десятка кубков. Девочки, не обращайте внимания, что они немного подгорелые карты. Просто я их использовала кое-как. Четверка Хазардов. Двойка кубков. Какой твой мужчина по судьбе? 11 старший аркан. Куда он ведет тебя? Девочки, смотрите, сейчас мужчина по судьбе — это не самое главное, что есть в твоей жизни. Какой мужчина по судьбе для тебя? Дело в том, что ты сейчас можешь, вот, кстати, энергетически уставать. Тебе надо вот много высыпаться. Раньше ложиться спать, вставать вот так, когда ты сама как бы просыпаешься, да. Желательно там какой-то детокс организма устраивать тебе.
надо вот приводить себя в порядок и осмотреть, а куда может уходить твоя энергия. Возможно, это страх, тревога, какое-то бессилие. Ты могла навешать на себя каких-то других обязательств, от которых ты сама, как говорится, не в восторге и чему ты не рада. Это, девочки, могут быть какие-то ваши переезды, путешествия. Возможно, ты задумываешься о чем-то другом, но ты вот сейчас как не думаешь о именно мужчине по судьбе для тебя, какой он. Тебе сейчас карты говорят, вот именно в том состоянии, в котором ты сейчас находишься, у тебя выпал вот именно старший аркан силы, но она еще не сформирована. То есть ты сейчас, в каком бы ты состоянии сейчас ни находилась, ты превращаешься в силу, да? То есть ты вот как яйцо, которое как в инкубаторе греется или под курицей, да, и формируется такой зародыш, и пройдет какой-то период времени, и ты вылупишься. Понимаешь? И это вот космическая курица, высшие силы, они тебе помогут. Тебя вылупляют, с тебя что-то сейчас сделают. И на данный момент такое понимание мужчины по судьбе, который сейчас тебе нужен, не надо, потому что ты не в том сейчас состоянии, именно когда ты вот, знаешь, вылупилась, и мы вот на цыпленка гадаем, где его другой цыпленок, когда они соединятся, да. Тут у тебя другое, ты сейчас в процессе совершенствования, в процессе прихода к тебе большой силы какой-то. Понимаешь? И дело в том, что ты многие моменты сейчас можешь, тебя многое что может сейчас в жизни тревожить, многое такое вырубать, многого чего ты бояться можешь, да? Ты можешь спрашивать, те ли мужчины находятся с тобой или не те сейчас. И это на самом деле не особо важно. Важно то, чтобы ты сейчас нашла причины того, от чего тебе, например, может быть страшно, тревожно и все остальное. Усталость какая-то, эмоциональное выгорание может быть, да. Может, ты просто болеешь, кстати, да, тоже такое может быть. Что бы я здесь посоветовала, девочки, да? Во-первых, здесь у вас должен быть режим дня, режим бодрствования и сна. Да? То есть именно тот, который вы хотите, чтобы у вас был. Потом надо изгонять от себя, вот вы 100% еще можете сейчас чувствовать вот какой-то, не то что негатив, да, а вот как не то что опускаются руки, но такое вот неприятное чувство. Вот, девочки, в ближайшее время вот эти вот все неприятные чувства от людей, от каких-то действий, да, вот все надо убирать. Даже если вы смотрите, например, на свои обои, и они вас вырубают как-то, да, надоели, то я вам скажу, что надо вот сейчас переклеить их, да, зимой можно сделать ремонт, переклеить. Даже, то есть, если вы хотите смену гардероба какую-то сделать, почему бы и нет, да? Вот выберите себе какой-то такой определенный лук, вот тех нужных вещей, которые вам нужны, да, и сделайте. То есть, к чему я это все говорю? Давайте все-таки вернемся к теме мужчина по судьбе для тебя, какой он. Тебе сейчас не идет мужчина по судьбе, потому что ты сама сейчас формируешься, и в тот момент, когда ты формируешься, это никакого мужчину не приложи, он будет вот не очень тебе, скажем так, подходящий, да. То есть ты сейчас играешь на своем рояле свою мелодию, свою песню, ты играешь, свою лебединую, красивую песню, твою именно, да, и тебе надо расслышать именно вот эти вот мотивы самой себя. Если добавить еще две руки и играть на рояле кто-то будет, какой-то другой мужчина, это будет не красивое такое произведение, это будет какофония. И каждый мужчина, он просто не поймет, вот какую идею в твою жизнь принести, чтобы твою жизнь, твою мелодию сделать лучше. Почему? Потому что вот по вот этим картам 21 старший аркан мира, десятка кубков, десятка хазардов, как убирает высшая сила, она убирает сейчас мысли про вот этого мужчину по судьбе с твоей жизни. Убирает, да? Вот мы их рисуем, десятка хазардов, хоп, их нету. Почему? Потому что ты как бы хочешь их притянуть в свою жизнь и разобраться. 21 старший аркан мира, да, и 10, ты хочешь разобраться, что это, может быть, зависит от мужчин. Но
Тут вот четверка темный перекресток вот этот выпал, да. Туз хазардов, то есть ты еще не проснулась. Это как будто сон, в котором ты спрашиваешь, какой же твой вот мужчина по судьбе, да. А дело в том, то, что тут карты говорят, а ты скоро проснешься. А восьмерка кубков говорит о том, что он с тобой заговорит, как только ты проснешься. Давай посмотрим еще. Мужчина по судьбе, какой он? Какой он для тебя? Колесо фортуны, король хазардов. Он, девочки, вот этот мужчина по судьбе, он приходит в свою жизнь на тоже старшем аркане. Там был аркан силы, а тут выпал аркан фортуна. Колесо фортуны. И смотри, какой вы парой выпадаете. Императрица, король хазардов и колесо фортуны. У тебя, я бы даже сказала, что эти мужчины по судьбе, твои кармические мужчины, их может быть и даже не один. И как они приходят к королевам хазардов, то есть ты их сама по себе никогда не определишь. То есть ты тут не тюкает в голову, вот, блин, это мой кармический или мой мужчина по судьбе. Дело в том, что они приходят вот к тенью. Король хазардов темным королем в твою жизнь, да, это темные могут быть по внешности, то есть если ты любишь именно темных мужчин по внешности, значит он, девочки, все вот многие кармические из ваших, да, они на самом деле темные брюнеты, там, неважно с каким цветом волос, ой, глаз, голубые или темные, зеленые, карие, неважно, да. Смотри, кем ты выпадаешь? Ты выпадаешь императрицей, старший аркан. То есть на самом деле вот двигающая сила, 11-й старший аркан, который вот тут вот выпал, а не в тебе. У тебя нету такого мужчины, который превалирует в твоей жизни, который руководит твоей жизнью. Нет. Своей жизнью ты руководишь всегда сама, от и до. Ты когда, знаешь, ты когда даже уже родилась, уже даже вот когда вокруг тебя кто-то ходил в роддоме, когда ты в люлечке, да, тебя носили и все остальное, ты уже тогда вот руководила этим миром, как императрица. Как это проявлялось? Ты заплакала, люди забегали. Люди забегали, и ты заплакала, понимаешь? То есть ты как точка опоры для действий других людей вокруг тебя. И сейчас это касается, когда ты уже выросла, скажем так, это касается твоих мужчин, которые тебя окружают, понимаешь? Они твои кармические, это они бегают вокруг тебя, и ты их формируешь именно, а тут самое главное сейчас скажу, именно так, как ты захочешь. Твоим кармическим может быть любой, и он всегда любой, этот выйдет из тени, придет в твою жизнь именно тогда, когда ты захочешь, чтобы был с тобой определенный мужчина и решал какие-то твои дела. Или поддерживал тебя, или был твоей жилеткой, или еще кем-то. То есть у тебя по факту в жизни не один кармический. Я так думаю, может даже их 4 будет за всю жизнь. Или уже ты можешь посчитать. Ну, короче, вот если разобраться, если бы ты там, знаешь, подумала так о своих бывших, и что каждый твой бывший вот принес в твою жизнь по списку. Вот, кстати, хорошая такая идея. Вот просто пишешь имя своего какого-нибудь бывшего, пишешь, вот этот принес мою в эту жизнь. Или, например, не то, что тех, кого помнишь, а вот именно тех важных мужчин просто. И что он именно принес в твою жизнь, как он с тебя сделал лучше. И все. Понимаешь? А сейчас ты напишешь не имя мужчины, а это такое уравнение, чего ты хочешь. И поверь ты мне, скоро ты впишешь опять его имя напротив этой задачи, которую ты сама себе написала. Ты императрица, и императрица с картой силы. И я тебе так скажу, твоя жизнь, она, да, непроста. У тебя очень много вот этапов жизни. У кого-то, например, родиться, вырасти, выйти замуж, родить ребенка, счастливо состариться, да, у кого-то такая жизнь. А у тебя вот этих всяких этапов очень много, понимаешь? У тебя, например, тут я живу в одной стране, там я живу в другой стране. Тут я одна, тут я другая. Тут мне надо одного добиться, там я ничего не хочу добиваться, да. То есть ты очень такая, как я говорю, девочки, это еледи.
да, вы помните, Е-мобайл, Е-автомобиль, ну, типа суперсовременная, или даже не, вот это не очень красивое слово, суперсовременная, да, та, которая меняет мир вокруг себя так, как ей надо. Тебе просто надо разобраться в жизни, как тебе надо. Понимаешь? Потому что все твои, например, неудачные отношения, которые могут быть или были в твоей жизни, они просто связаны с тем, что ты не знала, что тебе на тот момент надо. Ты посмотрела, о, симпатичный, о, такой-то, такой-то, ой, ну а почему бы от скуки не начать отношения с кем-то? Все. И вот они все равно будут бывшими, потому что когда у тебя зреет идея, ты все равно будешь искать те качества в своих судьбоносных мужчинах, которые тебе действительно нужны. И если ты возле того мужчины, находясь, не видишь то, что он тебе не дает, ты будешь психовать, ты его изгонишь или уйдешь сама. Вот и все. Так что, девочки, у вас многоликий, такой, знаете, многоликий Янус, многоликий судьбоносный мужчина. И, возможно, не один. Вот такие вы, мои дорогие троечки. И давайте посмотрим четвертый вариант. Мужчина по судьбе для тебя какой он? Десятка костей выпала. Я тебе скажу одну вещь. Ты хозяюшка, да? Ты хранительница домашнего очага, хозяйка. Либо ты прям, знаешь, у тебя есть вкус. Ты очень чистоплотная, вкусно пахнущая, хорошо готовящая. Ну, у тебя есть какие-то твои именно характеристики, скажем так, которые очень связаны плотно с созданием какого-то даже идеального дома. И если вот ты думаешь, чем быть тебе еще в жизни таким заняться, то я тебе скажу, да, что может тебе приносить. У тебя тонкое чувство вкуса. И тебе можно быть дизайнером каким-то, вот прям дизайнером одежды, дизайнером этих интерьеров, там, дизайнеров, создавать обои какие-то новые, там, мебель, да, все что угодно, да, потому что у тебя вот такое вот создание домашнего очага, оно очень крутое и талантливое. То есть что-то ты умеешь очень классно делать. Ты можешь быть таким суперкондитером даже, к примеру, да, и, ну, вот что-то в тебе такое вот есть крутое. Ну, давай посмотрим, мужчина по судьбе. Тот, который будет тебя поддерживать. А у тебя есть такая одна проблемка, и она тут выпала. Дело в том, что вот эта вот двойка мечей говорит о том, а, тебе нужен мужчина, который будет поддерживать твои таланты. Понимаешь, у тебя таланты именно вот связаны с женскими традиционными, скажем, функциями какими-то, да. То есть как хранительница домашнего очага и вот какие-то такие, либо, не знаю, готовка, клининг тот же, можно, девочки, фирму по клинингу. Вы любите убираться супер чисто, откройте какую-нибудь, знаете, клининговую такую небольшую компанию. Может, она потом будет очень большая. Но при чем тут это? Вы скажете, мы же гадаем, мужчина по судьбе для тебя какой он. Дело в том, что очень важно, чтобы мужчина по судьбе, твой мужчина по судьбе, поддерживал тебя. И не просто там где-то денежку давал, а реально вот был рядом, когда ты занимаешься своими делами. Как будто бы хранительница домашнего очага, но вот твой талант, он рвется наружу для того, чтобы монетизироваться. Он хочет твой талант монетизироваться. И дело в том, что тут есть один такой момент. Многие мужчины могут видеть в тебе женщину, которая, ее можно монетизировать, ее можно в чем-то использовать. Понимаете? И ты с ним удачей, счастья, вот ничего такого не добьешься, да, хотя он как будто бы будет тебе в этом помогать. Нет, мои дорогие, такой не подходит, который думает, как бы на тебе денежек заработать, да, твоими же ручками, или вот на твоем горбу, на твоей спине там в рай въехать. И вот с этими мужчинами тебя ожидают поломки в жизни. Понимаешь? И я тебе скажу, скорее всего, они даже и были. То есть где-то оно начиналось уже давным-давно. Если даже вспомнить, когда тебе было, например, ты была очень в юном возрасте. Вот вспомни, да,
какие пыталась ты, например, строить отношения, или вот как к тебе подкатывали парни, по какой причине, что они разузнавали, где у них загорались глаза, да? Или, например, кому ты что дарила, созданное своими руками. Например, кому-то ты, может быть, связала офигенный свитер, или кого-то ты очень красиво отфоткала, да, или кому ты там сделала стрижку какую-то. Ну, короче, вот обрати внимание, как ты, вот приходящего мужчины, который приходит в твою жизнь, как ты его облагораживаешь, скажем так, да. И вот ты тогда поймешь, какие у тебя еще есть вот эти вот таланты. Так вот, твоими талантами мужчина не должен пользоваться для того, чтобы... Ты не должна давать деньги мужчине. Смотри, у тебя выпали кости, десятка костей, шестерка костей, двойка мечей. Если рядом с тобой находится мужчина, который берет у тебя деньги, это не твой мужчина. Нет. Мужчина не должен, хотя у некоторых это получается, это нормально получается. Здесь вроде бы такого ничего нету. Сейчас такой современный мир, что и мужчина, и женщина зарабатывают. Очень часто из-за того, что женщины, конечно же, более талантливые, да, зарабатывают больше мужчин, то у некоторых это хорошо получается совмещать. Но для тебя очень важно, чтобы вот такие вот мужчины, которые могут тебя монетизировать и доить тебя, да, не попадались на твоем пути. Потому что вот это вот твой денежный канал легко разрушается а, благодаря, в кавычках, вот таким вот недомужикам. Понимаешь? Из примеров, у меня, девочки, вот, у меня куча примеров, один из них, да, девушка, которая вот всегда хотела выйти замуж за богатого, в результате вышла за такого вот мужчину с мастерком, который только недавно этим мастерком начал заниматься, потому что чем-то надо было заниматься, а сам такой вот ни о чем, да, и он ее, знаете, как монетизирует? То есть там она это вот в тайне там от всех, короче, батю облапошила своего отца, чтобы он переписал на нее квартиру. Квартиру она продала, быстренько купила коробку дома, которую как будто бы этот штукатур ей сделает, да. А фишка в том, что это он ее облапошил. У него ни хрена нету, да. Гол как сокол. Взять нефиг взять, понимаете? И вот ее таланты, они хоп, потухли. Она потухла. Она потухла, девочки. И я вот помню, что у нее столько вот интересного что-то было такое. Она такая, знаете, живчик была. Сейчас она потухла. Ой, потухла и все. И он ее просто вот засадил туда. Они как будто бы этот дом делают. Но ее не слышно, не видно, и у нее нету ни на что энергии, ни на что, понимаете? Короче, я про что? Очень важно, чтобы мужчина вас не доел. Мужчина по судьбе для тебя какой он? Восьмерка костей, четверка кубков, император. Мужчина, тот, который может обеспечивать тебя и себя, выпал император. Это мужчина, у которого есть своя недвижимость. Твои мужчины по судьбе и тот мужчина, который тебе нужен, как ни странно, нужны тебе или сейчас деньги, или не нужны, у него есть своя недвижимость, куда вы можете переехать, вы можете где угодно жить, да, но у него есть свое, то есть свой дом, там даже своя коробка, своя квартира, коробка дома я имею в виду, своя квартира, своя комната выкупленная, понимаете, в бабушатнике каком-нибудь, это тоже недвижимость, девочки. Или хотя бы свой участок клок земли, который оформлен именно на него. Это мужчина со своей недвижкой. Это тот мужчина, который не будет вас тянуть вниз. Он не будет, девочки. И отношения с мужчиной... Вот смотрите, самое главное в вашей жизни — мужчина по судьбе. Твой, тот, у которого есть недвижимость какая-то. Если у него, девочки, просто машина, и он живет в общаге или в арендном жилье, не твой мужчина. Нет. Твой именно только с жильем. Такой вот... У него не только в штанах твердо, но и твердо стоит на земле. Понимаете? И фишка в том, что от этого твой личный именно денежный канал, твое умение зарабатывать на своих талантах, да, оно с этим мужчиной намного лучше раскроется, чем
с этим, с другим. И ты можешь, кстати, обратить внимание на то, какие мужчины у тебя были в жизни, или те, которые будут. Ты тоже можешь не слушаться, можешь выбирать мужчин, ну, скажем так, да, которые там с мамой живут. Кстати, можно ли это родительское жилье считать егоным? Да? Нет, девочки, нельзя. Только именно его. Как только у него что-то есть его, значит, хороший мужчина, достойный и не мешающий вам. Если у него нифига нету, и это просто какая-нибудь машина, оформленная на него, это не тот человек, с которым вы раскроетесь еще больше. То есть у вас есть выбор, как жить. Мужчина присутствует в вашей жизни. Но, девочки, вот именно тут идет такое. Как только у тебя мужчина без ничего, вроде бы тебе и комфортно, и нормально с ним жить, да. Но, получается, ты все больше и больше вкладываешь денег в него, или деньги просто начинают испаряться в никуда. Понимаешь, такое ощущение, вроде и работаешь, и что-то делаешь в этой жизни, и в никуда, и ничего нету. И вы сидите, как два гуся, понимаете, без ничего. И потом по любым причинам вы можете расставаться с такими мужчинами, да, и не замечать вот этого. Я вам здесь и говорю, на что именно обращать внимание. Мужчина твой по судьбе, какой он? Ты нажала на это видео, выбрал этот вариант и хочешь узнать, какой же твой мужчина по судьбе. Он со своей личной недвижимостью, оформленной на него. Другой любой мужчина, это просто вот мужчина, который будет и мешать тебе тоже зарабатывать те же деньги, понимаешь? Давай еще посмотрим. Мужчина по судьбе для тебя. Какой он? Туз мечей. К чему ты выбрал? Смерть. Короче, девочки, еще будьте осторожны в отношениях. То есть обращайте внимание на здоровье мужчины. Потому что вы можете вдоветь. Вдовство, девочки, тут выпало, но оно выпало, как если вы будете уперты в каких-то своих отношениях и не особо любить этого мужчину. Понимаете? Тут выпало такое. К вам прилипает вот эта вот карма какого мужчины, который уходит и не возвращается, да, то есть он уходит в мир иной. Но это не то, что от вас это зависит. Вы здесь выпали королевой хазардов с 7 кубков. Нет, девочки, это не от вас зависит. Это просто есть такое. Вы вот сейчас на той дорожке, поэтому, на той дорожке, которая может к этому привести. Поэтому обратите внимание, серьезно такое внимание, чтобы все-таки вот мужчина, выбирайте мужчину себе еще по здоровью, да, по здоровью, по его отношению к жизни, как бы любит он жить, хочет он жить, да, или он такой экстремальные виды, там, не знаю, экстремальную жизнь ведет, да. Не выбирайте зэков здесь, ни в коем случае, девочки. Те, которые сидели, это вот, ну, это мешает очень сильно. Короче. На аренду, без хаты, без какой-то недвижимости это не минусуем такого мужчину. С экстремального, с плохой историей и зэков тоже здесь, девочки, минусуем. Потому что тут вот можно пройти по такой вот сложной дороге через лес, как красная шапочка, и встретить того волка, девочки. Я хочу, чтобы вы с пирожками прошли через лес, не встретив волка. Понимаете? И чтобы дровосеки просто ваши булочки покушали, да, чем, например, вы сначала с этим волком пообщались. То есть вам надо фильтровать мужчин. Действительно, включать вот этот фильтр. И, девочки, обязательно фильтровать мужчин. Потому что не фильтруя, да, вы будете просто вот это вот терять время, терять деньги и все на этом. Но знаете, что мне здесь понравилось в вашем раскладе? Что у вас выпал император, а вы королевой.
Хазардов. А знаете, в чем интересно тут, да? Что вы очень женственная, и эта женственность раскроется с этим императором. Он вас раскроет. Это такой, знаете, мастер, ваш мастер. Мастер и Маргарита. Вот такие дела, котики мои. Вот такой вот у нас был расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Если что, девочки, у меня есть еще мой канал о главном и случайном, там, где мы смотрим на определенные темы без вариантов. Тут будет ссылка на него, на этот канал. И смотрите мои другие плейлисты, тоже я вам здесь показываю, они есть. Там много интересных тем. Все, любимки мои, пока-пока.